Космос — это безграничное пространство Вселенной, на просторах которого располагаются планеты, спутники, звезды и огромное количество неизведанных миров. А в апреле 1961 года в космосе появился первый человек. Мультикосмос. История Юрия Гагарина. В начале 20 века, когда еду еще не заказывали, а ловили, в начале весны в семье плотника и доярки появился маленький Юра Гагарин. Про детство Юры мало что известно. Так что, допустим, он вполне мог сражаться со Змеем Горынычем. Но это не точно. Потом он, как обычный ребенок, учился в обычной школе. Но уже в 7 классе Гагарин решил уехать покорять в Москву. Там он поступил в ремесленное училище, ходил в вечернюю школу, вступил в комсомол и еще успевал играть на трубе, прям в духовом оркестре. После окончания школы и техникума Гагарина занесло в Саратов. И там уже он пошел в аэроклуб. Ему так понравилось летать на самолетах, что он за год совершил почти 200 полетов. Так, Гагарин, все, вылазь из самолета. Пожалуйста, еще немножечко. У тебя уже губы синие. Еще один кружочек и все, пожалуйста. Но была одна проблемка. Юра никак не мог нормально самолет посадить. Его даже хотели выгнать из авиации. И вдруг директор заметил, что Гагарин невысокого роста. Тогда он решил подложить ему на стул в самолете по духу. И вот Юра с легкостью справился с задачей. Потом Гагарин 2 года служил в Мурманской области. А в это время в Москве вовсю велась работа над космическим шаттлом «Восток-1». Но встал вопрос, а кто полетит в космос? Сергей Королев лично искал добровольца. Он точно знал, каким должен быть первый космонавт. После долгого отбора осталось всего 6 кандидатов. И они все тут же начали готовиться к первому полету в космос. Руководитель подготовки перед каждым испытанием давал одну и ту же команду. Поехали! 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 И эта фраза так сильно засела в голове у Гагарина, что когда состоялся запуск «Восток-1», он и сам скомандовал. Поехали! И 12 апреля 1961 года в космос полетел первый человек. Первый землянин увидел свою родную планету со стороны. Его полет продлился почти 2 часа. Гагарин должен был провести очень высоконаучные эксперименты по изучению влияния космоса на человека. Он ел, пил, лежал, делал записи. Если по сути, он слетал в космос на обед. Но когда «Восток-1» должен был возвращаться на Землю, отказала автоматическая система торможения, и Гагарину практически пришлось сажать его вручную. Поэтому ракета и не приземлилась в запланированном месте встречи. Вместо этого первый космонавт спустился с небес в Саратовской области. И первыми людьми, которые увидели это, были жена местного лесника и ее внучка. Приветствуем тебя на планете Земля. Будь нашим гостем. Гагарина сразу же повезли в Москву. Устроили ему прием в Кремле. Очень сильно наградили, покатали на кабриолете Хрущева. А потом позвали его в Египет, на Кубу, на Шри-Ланку, в Англию, понимаешь, с королевой знакомиться. Да и вообще у него получился тур не хуже, чем у любой рок-звезды. Но когда Гагарин прилетел на родину, он продолжил испытывать новые летательные аппараты. Так в чем же подвиг Юрия Гагарина? На этот вопрос однажды ответил космонавт Валентин Лебедев. А вот вы представьте, что вы сидите на 10-этажном доме, наполненном ракетным горючим, и летите туда, где еще никто до вас ни разу не был. А внизу, люди поджигают это горючее и говорят тебе так с улыбкой: «Юр, ты обязательно вернешься, мы все посчитали». Так что это история о том, как совершенно обычный мальчик только благодаря смелости стал самым великим и знаменитым человеком на Земле. А может быть, и не только на Земле. Люди будут